Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео поделюсь вот таким весенним, красивым и очень простым дизайном. Но для начала похвастаюсь своей посылочкой от Мазура. Покажу как раз цвета, которыми выполняла эти дизайны из новой коллекции Мазу Мазу. Ранее мне не приходилось работать с Мазурой, и мое первое впечатление о том, что очень удобные крышечки, узкие и длинненькие, очень удобно держать в руке, и они такие бархатистые. На пробу мне пришел вот такой вот топ из базовой коллекции с высоким блеском и без липкого слоя. Как раз подходит под втирочки и для перекрытия втирок. Он не жидкий и не густой, такой средней консистенции. Очень действительно прозрачный и очень блестящий. Вот такая вот каучуковая база из базовой коллекции. Густенькая, как я люблю. Мне очень понравилось вообще ей работать. Она разравнивается вообще идеально, даже на пухлых ручках с пухлыми валиками не получилось вообще ни одного затека, при том, что они абы как сушат руки. Кисточка, все очень удобно. Такая вот кисточка, она даже немножко округлая. Вот в этом видео как раз можно посмотреть, как я выравнивала этой базой ноготки. Ссылочка наверху экрана. И сейчас покажу сами цвета, насколько они плотные. Типса у меня прозрачная. Видно вот в один слой блесточки. Такое голографическое серебро. Меленькое. Очень, кстати, приятно. Чуть раньше бы они пришли до Нового года. Это точно был бы хит номер 1. Вот в один слой. Подсушил 30 секунд. Они уже достаточно ноготки, они в принципе в один слой даже могут на какой-то базовый цвет пойти. Красиво очень искры переливаются, и они без топа, и они уже там в глубине внутри. Мне это очень понравилось, что они не торчат. Следующий цвет под названием Апрель, такие блесточки бирюзово-голубые. В них я вообще влюбилась, они, я не знаю, на весну они вообще везде, на каждый дизайн у меня теперь пойдут. Вот в один слой, и они достаточно плотные, блестят, искрятся вообще очень ярко. И удобно, что они уже во флакончике, не нужно отдельную кисть иметь и выкрашивать из баночки. И еще большой плюс, что они не торчат, они прям в глубине, внутри уже сразу. Очень хорошо ложатся. Далее вот такой вот цвет Сонник. Такой выбеленный голубой цвет. Голубой, но с таким немножко сиреневатым оттеночком. Вот он в один слой, но прозрачный совершенно типси. Я все цвета перекрыла, кроме блесточек, в один слой. Идеально вообще в один слой. Следующий слой деним. Такой же, как предыдущий, голубой с фиолетовым немножко оттенком, но немножечко посочнее, не такой выбеленный. В сочетании они вместе вдвоем вообще очень красивые. Естественно, я сразу думаю, что в градиенте как. Вот он в один слой на прозрачный совершенно типси. Следующий цвет бирюза. Такой бирюзовый, красивый, нежный цвет. Про кистью гель-лаков этих не сказала цветных. Да, она очень удобная, достаточно мягкая, достаточно пышненькая и чуть-чуть закругленная с уголочков. Держать ее удобно, так как удобной формы сама ручка. И следующий цвет мята. Он похож на бирюзовый такой же, но он чуть больше с таким салатным оттеночком и немножечко светлее бирюзы. Вот такой вот он плотный. Вообще на совершенно прозрачной типсе в один слой. Следующий цвет вот такой вот лучик. Такой тепло-желтый, пастелька тепло-желтого цвета. Нежный желтенький цвет. Вот самое то как раз на весну. Такое нежное, теплое весеннее солнышко. Также такой очень плотный цвет в один слой на совершенно прозрачной типсе. Идеально разравнивается. И заключительный цвет пастель. Такой, я бы сказала, лососевый. Пастелька лососевого такого оттеночка. Персиковым я его не могу назвать. Он больше такой вот, да, лососевый, коралловый. Выбеленный коралловый. Тоже в один слой. Идеально вообще разравнивается, выравнивается. Вот видно на прозрачной типсике.
идеально гладенький. И вот эти красивые весенние цвета поучаствуют у меня в мастер-классе. Более подробно все ссылочки в описании под видео. Итак, приступим. Под ноготок, который у нас с подснежниками, делаем градиент. Желтый, бирюзовый и голубой. Номера цветов, названия цветов в описании под видео. Разметаю кистью гребешок из стороны в сторону сначала поперечными такими движениями. Тем самым между собой их перемешиваю. Так проще всего. Прохожусь один раз и уже обтираю кисточку об влажную салфетку и прохожусь уже такими продольными движениями, штрижочками, как бы стягивая этот гель-лак. Более тщательно перемешиваю между собой цвета. На типсе у меня градиент в один слой. Гель-лаки очень плотные и позволяют действительно сделать градиент в один слой. Но на ноготках я предпочитаю в два. Цвет получается более глубокий. Засушиваю 1 минуту и рисую темно-зеленым, практически черным гель-лаком. Вот такие стебелечки, именно с капелькой на конце. Это наше основание у цветочков. И скошенной кисточкой плоской этим же цветом рисую наши листики, наших подснежничков. Вот такие листики. Подсушиваю несколько секунд, 5-10 секунд. И буду использовать вот эти вот блесточки, наши искорки. Они такие немного бирюзовые. Прохожусь ими по листикам, чтобы что-то искрилось. Все-таки праздник. И вообще девочки любят, чтобы что-то поблескивало, но не все любят стразы, которые выпуклые или могут цепляться. Поэтому это вообще идеальный вариант. Подсушиваю 30 секунд и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, немного выравнивая. Сушу 1 минуту. Далее беру гель-пластилин, или он же 5D, 4D гель. И леплю вот такие шарики. Пушером отделяю кусочки небольшие со спичечную головку. И вот эти шарики прилепляю и резиновой кисточкой, вот таким уголочком, их прижимаю к ноготку, немножечко вот так придавливая. Как раз получается у нас форма нашего подснежничка. Это как бы половинка подснежничка. Вторым слоем мы налепим эти же кружочки. Уже доставим лепесточки недостающие, тоже объемные. Вот так вот очень просто. Кисть постоянно смачиваем в спирте или жидкость для акригеля. Все кусочки я примяла и подсушиваю несколько секунд, 5-10 секунд. И дальше наставляем на них же такие кружочки, овальчики. Чуть сбоку, это будут вторые листочки, их тоже приминаем. Кисть постоянно, если начинает гель липнуть к кисти, значит ее надо смочить. Либо в спирте, либо в жидкости для акригеля, чтобы к ней не прилипал пластилин. Также прижимаем таким движением немножечко. Прижимаем так, чтобы придавился, размять вот этот кусочек хорошо, и он был тоненький, но не прям, чтобы раздавить. Подсушиваем несколько секунд. И я ставлю каплю прямо на большой палец, на перчаточку, и вот этой широкой кисточкой плоской оттеняю желтым цветом наши цветочки у основания, наши подснежнички, чтобы они были более реалистичны. И засушиваем 1 минуту. Второй дизайн у нас также градиент в качестве фона. Наносим цвет сонник, голубой такой, бледно выбеленный голубой с сиреневатым оттеночком, пастель и лучик. И также кистью гребешок перемешиваю их между собой, сначала поперечными движениями, как бы разметая стороны в сторону. Я начинаю с нижних цветов. Сначала перемешиваю между собой 2 цвета, которые в самом низу, и двигаюсь кверху. Да, такое сочетание, не пугайтесь, грязи не будет. Получается нежный очень градиент, но такой приглушенный, спокойный. Как раз то, что нам и нужно, потому что тюльпанчики сами по себе у нас будут очень яркие. Такой цвет яркий, фуксия, фиолетовый, фуксия. Поэтому нам и нужен градиент не очень такой нежный, бледный, но достаточно спокойный, чтобы оттенял наши цветочки.
И стягиваю цвета между собой, перемешиваю такими штрижочками, стягивающими движениями. Градиент засушиваем 1 минуту. В принципе, все то же самое, что и в предыдущем дизайне, только у нас стебелечки уже смотрят вверх, не как у подснежников, они вниз загибаются, как бы наклоняются. Рисуем стебелечки, не сушим. И тут же плоской кистью скошенной прорисовываем вот такие листики. Темно-зеленый цвет я смешиваю черный с неоново-желтым. Можно посмотреть в предыдущих видео, где я рисую лаванду, например. Просушили, каждый слой цвета просушиваем. Просушили наши стебли с листочками. Буквально 5-10 секунд и наносим блесточки бирюзовые. И просушиваем хорошенько уже дизайн 30 секунд. Затем перекрываем топом. Я перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, немного выравнивая и просушиваю 1 минуту. Теперь пушером набираю вот такие кусочки чернильно-фиолетового и фуксия, ну либо ярко какого-то фиолетового и белого. Кусочки гель пластилина или 4D геля, то же самое. Скатываю их между собой и скатываю такую колбаску. Не в однородную массу, а именно, чтобы она такая была разводистая. Вот эти все цвета, вкрапления было видно. И прижимаю вот эти кусочки, катаю шарики, овальчики и прижимаю к нашим стебелькам резиновой силиконовой кистью. Если начинает прилипать пластилин, гель-пластилин к нашим инструментам, либо к ручкам, тогда смачиваем обязательно спиртом, либо жидкостью для акригеля. Подсушиваю несколько секунд, 5-10 секунд, чтобы зафиксировать мне предыдущий слой, чтобы они уже не сдвигались никуда. И набираю еще поярче пластилина цвета фуксия, может розоватенького какого-то добавить, но уже более яркие какие-то цвета. И также налепляю на наши все цветочки сбоку. Это будет как бы второй лепесточек, всего у нас 3 лепестка, такая половиночка. Их быстренько, аккуратно прижимаю, чуть-чуть слегка совершенно прижать. Может быть, где-то придать форму, потому что они изначально, в принципе, уже овальной формы, наши кружочки, их нужно только придавить. Аккуратненько где-то придала немножечко форму и фиксирую несколько секунд в лампе. И затем укладываю такие кружочки чуть-чуть поменьше, совсем маленькие. Это у нас будут 3 лепесточки, так, чтобы чуть-чуть расстояние до остальных лепестков все-таки оставалось. Досушиваем все ноготки 1 минуту, и наш красивый весенний дизайн готов. Если видео было полезно, не забывайте ставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.